Как правильно проверить автомобиль перед покупкой? Как в Европе, так и в Америке, как в Таиланде, так и в Украине. Не имеет значения где. В этом видео на примере этого автомобиля, который у нас сейчас в продаже в Португалии, Hyundai Tucson, мы проведем осмотр автомобиля. Меня зовут Артур Васильев, я занимаюсь автобизнесом с 2004 года, то есть 21 год. В Украине у меня был шикарный подбор CarPoint, один из лучших в Украине, и по сей день у него огромный рейтинг. Когда я переехал в Португалию, я столкнулся с ужасным рынком Португалии. Автомобили все битые, крашеные, топленые, разложенные. Рынок Португалии для меня оказался неким таким диким западом. Первые машины, когда я покупал, я даже попадал на деньги и понимал, что это мой опыт. Мы создали маркетплейс для иммигрантов, Grand Auto PT. Это лучшее, что вообще может быть для вас, чтобы вы выигрывали и получали честную информацию про автомобили и приезжали, покупали надежный, проверенный автомобиль с гарантией. И вот сейчас это хороший экземпляр для того, чтобы показать, какие машины мы продаем, как мы их проверяем и что такое диагностика от Grand Auto. Погнали! Это то, что обычно люди не имеют, эксперты. Мы решили теперь заморочиться и пойти дальше. Понятно, профессиональное диагностическое оборудование Launch – это измеритель различных частот. Почему мы начали использовать это? Потому что некоторые люди начали жаловаться на состояние здоровья в электромобилях и гибридах. И этот измеритель измеряет, например, уровни электромагнитные, высокочастотные, Wi-Fi, другие излучения. И продиагностировав машину, мы можем понимать, особенно если, вот, например, этот Tucson – это дизель-гибрид. И мы можем продиагностировать, нет ли сильно больших излучений различных, которые могут повлиять на состояние здоровья. Это один из лучших толщиномеров, один из самых быстрых толщиномеров, который дает очень точные показатели. А этим мы измеряем, да, вы не поверите, но у меня был клиент, который заказал проверить автомобиль, нет ли в нем каких-то радиоактивных излучений. Как вообще должен производиться осмотр автомобиля? Естественно, начинается обычно с кузова. Хотя в Португалии, например, найти некрашенную машину – это как иголку в стоге сена, поэтому нужно понимать, что было с ней. Если машина покрашенная, потому что на ней была царапина, это значит, что это неплохая машина. А если она крашена с проемами и лонжеронами, различными там структурными повреждениями, то эту машину лучше обходить стороной. Первое, конечно, делается это осмотр, просто визуальный осмотр, пробежаться. И автоэксперт или же вы должны осмотреть машину на состояние различных каких-то повреждений. Вот такие вот коцики в Португалии вообще не считаются повреждением, никто их вытягивать никакими присосками и так далее, никто этого не будет здесь делать. Вот это абсолютно нормально в Португалии, это никто не трогает. Эта царапина не до грунта, ногтем она не цепляется, значит она просто сполируется. И вот эта микро-микро царапинка здесь есть тоже, она просто обычной полировочной пастой полируется. Точно так же вот как вот это и вот это. То есть это от соседней двери, кто-то открыл двери. Это от соседней машины, это придется покрасить. Это не означает, что машина плохая или зеркало плохое. Это значит, что просто кто-то проехал мимо и сбил. Следующее, что мы делаем, это мы проверяем лакокраску. Она в родной краске. Если вы вдруг захотите купить машину, заходите к нам на наш маркетплейс на Grand Auto PT. Там эта машина есть, или напишите нам в личку, и вы можете в наличии купить этот автомобиль шикарный в одной из лучших комплектаций. Крышу мы примеряем с 4, 5, 6 точек, площадь большая. То есть здесь, например, проемы не надо смотреть. Все, здесь мы знаем, что машина в родной краске. Следующее, что мы должны сделать, это, естественно, посмотреть, как работает двигатель, как она ведет себя в тест-драйве. Но перед этим мы всегда смотрим состояние резины, состояние дисков, если видно колодки, смотрим весь пластик.
побит, не побит, крашен, не крашен. Здесь резина Yokohama новая, все 4 колеса. Кожаные сиденья смотрим, осматриваем. Смотрим все проемы, особенно если подкрашенные детали, смотрим стыки здесь от малярки, крученные, не крученные болты. Я думаю, что таких видео миллион, и мы сейчас не будем углубляться в экспертизу. А если хотите посмотреть мое экспертное видео, которое я записывал еще в Украине, но оно очень популярное и очень экспертное, ссылочка под этим видео. Рассмотрели, ничего ли не поломаны полки, не отломано ничего, пластик. Смотрим треугольнички, здесь вот батарея сзади лежит. Смотрим все точки от сварки, точки смотрим все. Кручено, не кручено. Еще раз, если, например, крученная дверь или крученный капот, в этом тоже нет ничего страшного. Или даже крыло. Потому что если, например, капот красится по технологии, его снимают и красят в камере. Чтобы не было бортиков, чтобы не было. Маляра напишут комментарии, скажут, так это или не так. Если, например, надо покрасить дверь, чтобы машину всю не обклеивать, дверь проще снять, покрасить ее отдельно и прикрутить ее назад, чем всю машину обклеивать, запачкать, замазать ее и так далее. Поэтому очень часто просто сняли, покрасили, вернули назад. Тоже, это не самое страшное. Вот если уже повреждены структурные части, пороги, стойки, верхняя стойка, если они повреждены вот эти проемы, вот здесь вот аж туда оно прокрашено, то, понятное дело, мы снимаем это все разбираем, смотрим, что здесь сделано, как здесь сделано, были ли здесь руки человеческие после повреждения или не были. Снимаем даже резинки, отодвигаем стойки, смотрим подушки, наличие, отсутствие. Это то, как мы осматриваем автомобили. Смотрим полностью салон, нет ли никаких повреждений, там торпеда, смотрим потолок, чего ли не оторвано. И могу рассказать некоторые факапы, которые в моей жизни были. В жизни недавно был факап, что кондиционер все работает, а вот одна дуйка, заслонка не открывается. Ну вот, то есть надо все 4 все-таки проверять. Был один раз факап в Украине. Всего за 21 год было 2 факапа с воздуховодами. Не дул в правый воздуховод, заслонка там заклинила электромоторчика. Потом садимся, не зажигая, смотрим, чтобы лампочки все были. Так, все загорелось, свечи накала теплые, чек-энджин потух, подушки безопасности потухли, все потухло, кроме лампочки дизеля. Но это мы и так знали. Я уже перевел это на русский язык. Понятно, знаем. Тут есть много чего хорошего. Очень крутая комплектация с CarPlay, Android, авто, с Bluetooth. Ну, в общем, тут очень много всего с навигацией. Выбираем авто, смотрим, надувает ли кондиционер. Проверяем, это всюду ли дует. Можно вот так сделать, чтобы проверить, дует ли во все стороны. Включаем заслонку, тоже открывается, закрывается заслонка. Слышно по звуку, как меняется звук от циркуляции внутри и забора снаружи. Проверяем громкость, смотрим, работает ли, вот работает, да, система удержания в полосе, очень крутая функция. Так, автосвет, автодворники. Понятное дело, профессионал должен проверить, стучит ли коробка или нет. Плюс сделать тест-драйв и посмотреть, нет ли задержек между передачами. Не забываем всегда ставить на ручничок перед тем, как отпустить педаль тормоза. А лучше всего, кстати говоря, вот так вот. Если вот вы были в драйве, например, остановились, в нейтралку, ручник, в паркинг, все. Вот так вы свою коробку сохраните на долгие годы. Смотрите, двигаются ли сидушки, ничего ли не оторвано, ничего ли не отломано. Ну, то есть эта машина вот практически как новая. Нигде ли не продавлено сиденье, не отломаны ли штучки. Ничего страшного, если что-то где-то повреждено. То есть, еще раз скажу, вы покупаете подержанный автомобиль. У нас все машины, они осмотрены. То есть, первичный осмотр все машины получили. То есть, вы приезжаете, смотрите, покупаете и уверены в том, что если вот тут есть вот такая штучка, вот, ну вот, значит, она тут есть. Ну, это ж не новая машина. Но для подержанной машины это идеальная машина. Мы сделали вот такой осмотр машины. Это называется первичный осмотр. Естественно,
Открываем капот. То есть, когда вы осматриваете лонжероны, потому что очень часто их видно. Вот здесь тоже его видно, и вот здесь его тоже видно глазами. То есть все это осматривается полностью, естественно, проверяется на холодную, желательно на холодную, смотрится уровень масла и его состояние. Также осматривается уровень тормозной жидкости, уровень тосола и много еще чего. Когда закрываем капот, мы никогда рукой не давим. Мы его закрываем вот где-то с такой высоты, просто бросаем его аккуратно, и он защелкивается. Естественно, проверяется свет полностью, передний, задний, пишки, поворотники, они называются пишки, дворники, омыватели. То есть здесь все проверено. Как можно проверить? Это на ручнике нажать включить заднюю передачу, выйти посмотреть, она не поедет, если ручник хороший. Но лучше, конечно, вдвоем это делать. А поворотники проверяются, просто аварийку включаешь и смотришь. Противотуманочку, естественно, осматривается состояние глушителя. Здесь он идеально чистый, девственный, потому что машина в таком состоянии. И на некоторых машинах можно элементарно просто опустить вот так телефон и посмотреть состояние гораздо больше, чем вы себе можете представить. То есть не надо лежать под машиной. Сзади можно посмотреть, нет ли течи по защите и так далее. То есть и вы вот посмотрели состояние даже днища. Двигаемся дальше. И сейчас мы будем делать осмотр более детальный. Это уже относится к диагностике. Это мы берем диагностическое оборудование. Подключаемся, и я показываю. Мы подключились к автомобилю. Он считал ВИН-код. Машина по документам 11 месяц, по-моему, 27 число 2019 года, но по году выпуска машина реально 2020 года, модельного. После этого мы запускаем сканирование. Так как вы вряд ли являетесь механиками, просто объясню, как это принцип этой работы, чтобы вам не надо было себя загружать как-то особенно. То есть она сейчас загрузится, данных сделать считку. И вот мы выберем гибрид, New Have гибрид. Да, это он. Все. И мы его читаем. Все. То есть, вот эта машина просто реально как новая машина. Вот, мы можем выгрузить клиенту отчет по машине без замечаний. Кода ошибок 0. Поэтому она без замечаний. Что мы можем сделать еще сейчас? Это проверить батарею, то, о чем я вам говорил. Вот, она четко, новая батарея, она держит. Когда мы заведем ее, она поднимется на 14, и мы узнаем, как генератор дает заряд и как батарея берет. То есть тоже без замечаний. Если будут какие-то проблемы по машине, то есть, естественно, мы будем заходить, читать каждую ошибку. Но, еще раз повторюсь, вам это сейчас не нужно. Главное, чтобы вы понимали, что нужно сделать компьютерную диагностику. И здесь мы не обнуляли ничего, никакого сброса здесь не было произведено. Вот видите, удаление кодов ошибок. Мы этого вообще не делали. И я этого вообще не люблю делать. Я люблю, чтобы оно было сохранено. Я так говорю клиентам, что все машины разные, особенно Мерседесы, BMW, Range Rover, Ягуары. Там всегда какие-то ошибки есть. Там, например, французы, там всегда какие-то ошибки есть. И клиент, который покупает подержанную машину, он должен понимать, что он покупает не новую машину, и он должен видеть реальность, потому что когда ты видишь, и там вообще ни одной ошибки нету, либо почистили, либо сопротивление впаяли, либо еще что-то сделали, то есть какую-то химозу сделали. В Португалии это уже тоже делают. Поэтому я считаю, что машина должна продаваться такая, какая она есть, потому что подержанная машина — это подержанная машина. И люди, которые хотят от подержанной машины состояния новой машины, это неадекватные люди. Вы не обижайтесь ни в коем случае. Нужно хотеть наилучшее состояние, наименьший пробег, наилучшую комплектацию за ваш бюджет. Это здоровое настроение, это наш принцип работы. Это мой принцип работы на протяжении уже 10 лет. То есть дать клиенту лучшее состояние, минимальный пробег, наилучшую комплектацию за его деньги.
Но если у человека условно 10 тысяч, а он хочет такой Hyundai, то, естественно, он найдет только какой-то хлам за 14 тысяч, купит и купит проблемы. Итак, следующее, что мы проверяем. Внимание, такого еще вы не видели. Это радиационный фон. Понятное дело, что он просит, чтобы ты к чему-то прикоснулся, чтобы у него, видимо, там какой-то сигнал был. Я не знаю, зачем это делает. Но мы уже проверяли, он здесь считывает, поэтому это все нормально. Ну, можно к себе прикоснуться. И мы видим, что радиационный фон в норме. Следующее, что мы читаем, это различные излучения. То есть вот по пикам читаем. И что мы видим? Тут показывает либо норму, либо не норму. Расшифровку мы даем клиентам, потому что EF, EMF, вот сейчас он high. Чем ближе будет телефон, тем будет все, скажем так, неприкольно. Ну, давайте так, даже розетка в квартире будет давать сюда где-то порядка 56 единиц на метр квадратный. И если мы сейчас посмотрим, пойдем, например, выйдем на улицу. Это от телефона вообще. Вот норма, да? И мы смотрим, например, для задних пассажиров. Тут батарея. Ну, батарея тоже норма. Вот. Были машины, в которых были не нормы. Если вы захотите, чтобы я сделал такой осмотр электромобилей с измерителем, то тогда напишите, пожалуйста, в комментарии, и я сделаю отдельное видео. Вот здесь батарея. Ну, тоже норма. В ходу чуть-чуть увеличится. То есть в этой машине и радиационный фон, и электромагнитный фон, и так далее, он вполне даже нормальный. Давайте покажу вам еще раз. Вот мы проверим батарею. То есть было 12. Вот мы завелись. И все, и пошло вверх. И пошло вверх на 14, как и положено. Ну, это уже была более замороченная проверка, как вы поняли. Ну и понятное дело, что если машина у автоэксперта, у автодиагноста, у механика вызывает подозрение, машину надо везти на СТО. Именно по этой причине у нас в компании есть дополнительная услуга. То есть есть машины отобранные, первично осмотренные машины. И мы по ним знаем, что рассказать клиенту, когда он позвонил. А есть машины, которые клиент хочет углубленную диагностику. То есть она уезжает на СТО, снимаются защиты. По ссылочке будет еще одно видео, как правильно и что нужно осматривать на СТО, для того, чтобы вы поняли вообще, как мы работаем и какая наша реальная суть, что мы делаем. Наши соцсети и наш сайт сейчас перешел на английский язык. Grand Auto PT, наш marketplace. Но если у вас сложности с английским языком, ничего страшного, переходите в Telegram. В нашем Телеграме, во-первых, то, чего нету ни в Инстаграме, ни в Фейсбуке, нигде нет, ни на сайте, это off-market предложения. Это предложения с автовыкупов, с аукционов, с обменов. Это вот мы только получили машину, мы только ее получили, или мы только планируем ее получать, и мы эту информацию сбрасываем сразу же в Telegram. Когда мы жили в Украине, мы все смотрели на Tucson как на маленькую машину, а в Португалии это, оказывается, огромная машина. Поэтому, например, Санта-Фе здесь уже просто негде парковать. Поэтому Tucson считаю одной из лучших машин в своем бюджете, со своими характеристиками, премиальной комплектации и надежность, в отличие, например, даже от французов. То есть японцы, корейцы, они все равно выигрывают. Они могут быть, может быть, не такие нафаршированные, как Citroën там какой-то, да, или Peugeot, но зато надежность и экономичность и практичность. Я уже молчу вообще про заводские гарантии, как у японцев и у корейцев очень круто отличаются даже от Mercedes и BMW. Хочу снять как можно быстрее для вас сравнение топ-кроссоверов для Португалии и для Европы. Но я не знаю, нужно ли это вам, поэтому вы напишите, нужно ли вам, хотите ли вы за 4 года жизни и работы в Португалии в подборе и продаже автомобилей у меня есть чем поделиться. Конечно же, еще это надо подключить кабель.
и проверить, работает ли CarPlay и вот все эти примочки, там, например, да, если работают, значит все хорошо. Обычно первое подключение CarPlay или Android идет через шнур, а дальнейшие потом, например, можно без шнура. Но бывают, есть 3 типа CarPlay. Старый только с шнуром, средний подключаешься со шнуром, но потом пользуешься бесшнуровым, а самый новый ты подключаешься без шнура и пользуешься им без шнура, естественно. Вот. Поэтому, если хотите купить хорошую проверенную машину, например, вот конкретно эту или подобную машину на разные бюджеты, переходите к нам на сайт Grand Auto, смотрите, выбирайте, проверяйте, дополнительно заказывайте проверки, приводите своих механиков, пускай они проверяют и говорят вам, подтверждают, что правду мы сказали или неправду. Покупайте осознанно. Вы знаете, я считаю, что покупка машины как и квартиры — это достаточно большая сумма денег, а мы с вами свою жизнь, время своей жизни меняем на деньги. И за эти деньги потом идем покупаем. Я бы хотел, чтобы у вас не было каких-либо разочарований в покупке подержанной машины и то, что мы делаем. На 100% никто вас не может обезопасить, даже на новой машине, но вот тот подход и тот формат, который мы привнесли на португальский рынок, я считаю, это наш вклад в сообщество осознанных покупателей. Бизнес, он может быть с человеческим лицом, честный бизнес может быть, а может быть барыжный бизнес. Вот мы отбираем партнеров на наш marketplace только те, которые проходят проверку. То есть что я делаю? Я езжу по автосалонам наших партнеров. У нас на сегодняшний день 22 партнера. На сегодняшний день 22. И вот я смотрю, вот эту машину мы берем, эту машину мы не берем. Если машина пограничная, например, я говорю, например, человек X, Александр, например, эту машину я не буду брать. А эту машину, если я возьму, то я напишу правду по ней, что там, например, да, вот крашеная вся. Но, например, проемы не крашеные. Почему крашеная? Ну, потому что она выгорела вся. В Португалии очень яркое солнце. Мы об этом говорим, например, что да, машина вся крашеная. И иногда бывают, люди приезжают и говорят: Артур, я еду смотреть там машину, там у меня вот Шкода была такая, Citroen у меня был, Opel у меня был. Если вы смотрите это видео, напишите, так это или не так. Подборщики приезжали там по нескольким машинам, тоже еще по другим машинам. Они звонят, говорят: Артур, ты же тоже занимаешься машинами, скажи правду. Я говорю, ну там 2-3 детали крашены. Я всегда так говорю, потому что в Португалии не крашеная машина, это как будто бы несуществующий автомобиль. Ну вот 1 на 1000. В лучшем случае не крашеный. Но понятное дело, что я все проемы посмотрел, и я знаю, что она без ДТП. И я хочу, чтобы вы понимали, что когда вы смотрите у нас машины, вы можете сказать: Артур, пожалуйста, пойди промеряй толщиномером. Мне нужна там только не битая, не крашеная машина. Вы будете ее искать здесь вечность, но вы найдете. Если у вас есть деньги искать некрашенную машину, то вы ее найдете. Что мы находим. То есть, но это очень долго и дорого их искать. И, естественно, не крашеная в оригинале машина будет стоить дороже, чем крашеная. И мы вам скажем, что по ней было. Например, если вы хотите узнать, было ли обслужена машина или не обслужена. Мы посмотрим, все как надо. Посмотрим по сервискам, посмотрим вам фактуры. Все вам расскажем. Мы за прозрачные продажи. Пишите, звоните, смотрите. Покупайте у нас и будете с гарантией уверены, что с машиной все в порядке. Если же вы покупаете где-то в другом месте, не с нами, или в другой стране, например, то просто знайте, что вот так машина должна быть осмотрена. Это минимальный осмотр машины, который я вам показал сейчас в этом видео. Естественно, вы должны посмотреть, как работают парктроники, но это уже относится к тест-драйву. Чуть-чуть про тест-драйв. Естественно, нужно проверить, как работает камера. Парктроники подъезжаем, проверяем. Дворники проверяем. Я не хочу сейчас воду лить. Как переключает передачу, дергает, не дергает. Мы смотрим, привода хрустят, не хрустят, выворот до упора налево, до упора направо. После этого мы смотрим
ведет ее или не ведет. И не забываем оттормозиться и проверить по торможению. Отпускаем руль, проверяем, чтобы машина становилась ровно, без рук. То есть она должна становиться ровно. Если ровная дорога, если не ровная дорога, или на повороте вы там, например, хотите АБС проверить, то, понятно, вы должны руль держать, когда тормозите. Динамику проверяем, в общем, все проверяем. И точно так же есть некоторые системы, которые надо тоже проверить правильно. Например, удержание в полосе. Ассистент, нужно понимать, как он отработает, потому что иногда, если, например, стекло меняли лобовое и неправильно установили, то он будет глючить. Надеюсь, что было вам полезно. Да, быстро много всего рассказал. И, конечно же, не все. Невозможно 21 год опыта передать в одном видео на YouTube. Еще, конечно же, правильно проверять мануальный режим. Например, там 4-я передача. Он не даст сейчас переключиться. Вот 5-я. Слушаешь, как она включается. Проверяешь до последней передачи. И потом переключаешь назад. Бьет, не бьет. Щелкает, не щелкает. Еще особо уделяется внимание DSG коробке, роботам и хорошему настроению. Потому что с каким настроением машину купишь, так она и поедет. Ищешь хорошую машину, найдешь хорошую машину. Мы, ребята, заточены на хорошие машины. Мы ищем и находим для вас хорошие машины, чтобы вы ездили счастливые, довольные. У нас очень много клиентов из спорта. Сегодня в Виано Кастелло доставка была, в Порто доставка, в Алгарве была, в субботу доставка в Лагуш. В общем, мы можем и доставку сделать, если надо. Если нравится такой формат, пишите. Будем осматривать больше машин, и вам будет больше полезного контента. И в каждом видео я что-то вам расскажу.